Всем привет! Это видео будет полезно и интересно тем, у кого шалит MAF-сенсор, датчик массового расхода воздуха. Если он передает информацию компьютеру автомобиля неправильно, то тогда идет неправильный процесс приготовления топливно-воздушной смеси, что ведет к увеличенному расходу топлива. В моем случае, напомню, это 17,5 литров на Subaru Outback 2015 модельного года. Для тех, кто не в курсе, я делал отдельное видео о том, как проверить датчик массового расхода воздуха. Я оставлю ссылочку на него в описании. Иногда такой датчик можно прочистить, и он восстанавливается. Иногда, к сожалению, нет. И в случае, если требуется все-таки замена, то встает вопрос. Купить оригинальный дорогой датчик, купить бэушный оригинальный дорогой датчик. Ну, тут как повезет. И заказать на всем известном сайте AliExpress оригинального якобы качества датчик, но достаточно приемлемый по цене. То есть соотношение такое. 12 тысяч, 1760. Я купил датчик такой оригинального качества, как меня уверял продавец, за 1760 рублей. Сегодня он ко мне приехал. Давайте достанем из машины оригинальный датчик, сравним, чем они отличаются, чем похожи. И, конечно же, установим на автомобиль, прокатимся, потестируем, не выйдет ли каких-нибудь ошибок, и также замеряем расход. Вперед! Самые внимательные отметят, что мой двигатель стал намного чище. Я снял видео о том, как безопасно очистить свой двигатель для электроники, и в скором времени оно выйдет. Итак, вот наш датчик. Снимаем клемму. Аккуратненько выкручиваем его. Кстати, я не только отмыл двигатель, но также прочистил дроссельную заслонку, форсунки и топливные рампы. А еще покрасил вот эту защитную крышечку рампы топливных форсунок. Видео об этом тоже скоро выйдет. Аккуратно снимаем датчик. Кстати, сам датчик дошел достаточно быстро. Он немножко задержался на 2 дня, но это ничего страшного. Сами знаете, иногда с AliExpress все идет намного дольше. Он был хорошо упакован. Полиэтиленовый пакетик, потом коробочка, пупырка, потом снова коробочка, снова пупырка. То есть подошли к этому достаточно неплохо. И хочу напомнить, продавец обещал мне датчик оригинального качества. Пупырка. И еще один пакетик. Так, а вот и наш датчик. Смотрите, что мы получаем. Даже логотип есть. Subaru. Логотип Denso. Ну, это получается дата, когда был произведен. А здесь вот тот самый номер. Обратите внимание, такие датчики внешне очень похожи, но в конце имеют разные цифры. На моем датчике 5111. Точно такой же я и заказывал. Вот он, 5111. Очень похож. Ну, чуть ли не один в один. Если присматриваться, и там 5 контактов. Все отверстия схожи. Да. С этой стороны он также, идентичен. Да, идентичен. Один в один. Напоминаю, в правой руке у меня оригинальный датчик, в левой тот, который на AliExpress. Вот он, наш чувствительный элемент. И чувствительные элементы находятся еще и внутри. И там они есть. По 2 штучки. Очень хорошо. Ну, смотрите, датчик, в принципе, почти идентичный. Единственное, что я заметил, что когда мы смотрим так, да, так сказать, на это сопло, то сопло отличается. У оригинального датчика оно полностью открытое. Вот оно тут, отверстие. А датчик с AliExpress, у него вот здесь просто одна маленькая такая вот отверстие. Да, и здесь вот еще у него есть такая вот прорезь, как бы с углублением. А в оригинальном датчике такой прорези с углублением нет. В оригинальном датчике вот эта прорезь, она чуть меньше. В датчике с AliExpress она чуть шире. Вот она. Но зато здесь, видите, да? Маленькое отверстие или вот полный такой проход. Может быть, это из-за того, что этот датчик 2015 года, да, я думаю, его не меняли с момента производства автомобиля. А этот датчик, вот написано, что у нас 2021. То есть прям вот свежак. Изготовили недавно. Может быть, и немножко модификация другая, уже улучшенная. Кто знает. Сейчас проверим. Попробуем поставить его. Еще один такой нюанс. Вот будем называть с левой стороны. У нас вот датчик подделка. Вы заметили, что
В оригинальном сам знак, логотип Subaru, он такой вытянутый, правильной формы. Здесь, получается, он настолько кругленький, что даже не все звездочки поместились. Вот такое вот отличие. Ну, не будем придираться. Если он будет работать за свои деньги, это будет просто прекрасно. Кстати, перед тем, как мы поставим датчики, любой датчик, когда вот требуется его замена, желательно скинуть клеммы аккумулятора и тем самым сбросить настройки. На табло никаких ошибок не высветилось, это не может не радовать. Ну что, установка прошла нормально, я в принципе доволен. Я только недавно скидывал клеммы с аккумулятора, когда прочищал дроссельную заслонку и топливные форсунки, поэтому сейчас скидывать не стал, там буквально 10-11 километров. Но вы имейте в виду, что в случае замены датчика, как минимум клеммы с аккумулятора нужно будет скинуть минут на 15-20. Теперь остается только покататься и посмотреть на то, как будет себя вести расход топлива. Как будет вести себя датчик, потому что машина в любом случае к нему будет еще привыкать. Вот эти алгоритмы, которые он будет новые выдавать, какое-то время потребуется на то, чтобы топливно-воздушная смесь тоже по-новому, так сказать, шло приготовление. Кстати, для тех, кто в комментариях мне писал, что для своего автомобиля лучше не заказывать запчасти с Алиэкспресс, потому что они неизвестно какого качества, я считаю наоборот, что в Китае производятся почти все запчасти, которые устанавливаются на машины любых производителей. И, конечно, когда завод производил, допустим, какой-то датчик, и этот датчик нужно было произвести в 100 тысяч штук, то после того, как заказ закончился, у них остались эти технологии, и они, получается, производят уже его либо под другой маркой, либо безымянные, либо, вот как вы видели, даже Денса и Субаровский, да, логотип приклеили, но как подделкой, наверное, можно ее считать, но это не важно. Нам самое важное, как он будет себя вести, как будет работать, соответственно, за ту цену, потому что 12 и 1760 это огромная разница, и я точно как-то не хочу переплачивать за запчасти втридорога, а то и большее количество раз. Кстати, еще прикупил, мой датчик пришел вместе с такой вот розеточкой, я заказал, по-моему, 89 рублей она стоила, такая очень интересная и хорошего качества, мне понравилась. Потому что, как вы знаете, в Subaru Outback там с левой стороны в багажнике уже даже проводка есть. Только вот почему-то они поленились установить туда нам дополнительную розеточку. Кстати, в Америке, для американского рынка, там такая розеточка уже идет. Поэтому, вот, думаю, разберу салон, тоже как-нибудь сниму видео, установлю туда розеточку, посмотрим, как будет хорошо. И еще один момент. Я много говорил о том, что собираюсь поменять вариаторное масло в коробке самостоятельно, именно не частично, а полную замену методом замещения. Но тут придется, и даже целесообразно, я бы сказал, снять поддон, для того, чтобы можно было прочистить магниты и поменять там фильтр. Я, кстати, знаю, что оригинальный фильтр стоит очень дорого, там тоже порядка 15 тысяч рублей. Я заказал также на Алиэкспресс, вот мне пришел, говорят, оригинального качества, no name, вот он, этот фильтр, кстати, если кто не видел, на новых вариаторах TR580, вот так вот он выглядит. Вот такая вот внутри получается металлическая сеточка. Вот здесь у нас сеточка тоже на входе и на выходе. Сразу уже с резинкой пришел. Выглядит очень хорошо. Вот я видел уже оригинальный, вот один в один. Вот один в один. Когда я соберусь и поменяю масло, я тоже сделаю видео, как мы будем менять как раз и этот фильтр, и чистить поддон, и чистить сами магнитики, то как раз в одном из видео мы разрежем его и посмотрим вообще, как он работает, и вообще остается ли там какая-то грязь, какие-то частички металлические, которые вот плавают в масле. Так что тоже будет интересно посмотреть, что же там внутри. Кстати, фильтр также обошелся мне очень недорого. Ну а я поехал наматывать километраж. Километров через 100 обязательно отпишусь в комментариях, как себя ведет датчик, появились ли какие-нибудь ошибки или нет, в принципе, какой расход топлива стал на данный момент. Ну, а если вам понравилось видео, не забывайте большой палец кверху, подписывайтесь на канал. С вами был Сергей Перетягин. До новых встреч в эфире и пока.